На окраине Лейквуда стоял старинный особняк семьи Хейвардов, величественный, селом колоннами и длинной аллеей, ведущей к воротам. Когда-то здесь устраивали приемы, звучала живая музыка, гости пили шампанское под звездами. Теперь же дом погрузился в тишину. Эта тишина началась с болезнью Эммы Хейвард, 20-летней дочери известного промышленника Майкла Хейварда. Болезнь сердца, редкая и, по словам врачей, неизлечимая, медленно лишала ее сил. Майкл нанял лучших специалистов из Европы, заказал оборудование, платил баснословные суммы, но все было бесполезно. После последнего консилиума врачи сказали страшное: не больше 3 месяцев жизни. Жизнь в особняке замерла. Слуги ходили тихо, словно боялись потревожить само время. Единственной, кто не казался безразличным, была Лили, новая горничная, простая девушка, нанятая через агентство. Ей с первого дня стало жаль Эмму, бледную, хрупкую, с глазами, в которых застыли тоска и усталость. Дом жил по странным правилам. После 10 вечера никто не имел права входить в западное крыло. Лекарства доставляли в запечатанных ампулах без этикеток, и только старшая медсестра миссис Картер имела право их трогать. Личный врач, доктор Харрис, приезжал ровно в 7 утра и уезжал в 7 вечера, не задерживаясь ни на минуту. Его холодная вежливость настораживала Лили. Однажды она заметила, что Эмма не ест, а после уколов ей становится только хуже. Лили пыталась не вмешиваться, но тревога росла. Позже, убирая в комнате, она увидела странный пузырек, без надписи, только цифра, выцарапанная на дне, 12B. Любопытство взяло верх. Ночью Лили проникла в кабинет Харриса и нашла флешку. На ней записи его голоса. Пульс снижается, процесс идет быстрее, чем ожидалось. Объект не доживет до конца месяца. Средства переведены. Но самым страшным было то, что во второй записи звучал голос Майкла Хейварда. Без ошибок, Харрис. Все должно выглядеть естественно. Лили не могла поверить. На следующее утро она подменила ампулу на обычный раствор. И впервые за месяцы Эмме стало лучше. Тогда Лили показала ей записи. Эмма слушала, не двигаясь. «Это мой отец», — прошептала она. С этого дня началась игра. Девушка притворялась слабой, а Лили собирала доказательства. Когда ночью Майкл и доктор вошли с очередным уколом, камера, спрятанная в статуэтке, уже записывала каждое их слово. «Прости, дочка», — сказал Майкл, — «но иначе я потеряю все». «А я уже все потеряла», — ответила Эмма. Через несколько минут дом наполнился криками и шумом охраны. Все было заснято, передано в сеть. Харрис и Майкл были арестованы. Весной Эмма впервые вышла в сад, бледная, но живая. «Знаешь, Лили», — сказала она, глядя на цветущие яблони, — «страшнее всего не яд. Страшнее ложь, сказанная с любовью». Лили кивнула. Ветер шевелил занавески, и особняк, долго молчавший, наконец вздохнул.